Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами снова Дедуля Вослундер, это Twin Fallout Mods, и сегодня вас ждет новый формат, если так можно сказать, видео. Давайте с вами попробуем сделать Fallout 4 не такой убогой игрой и замутим формат Make 4 Great Again. Недавно мне прострелили колено, и тогда же в голову пришла мысль. Раз разработчики Fallout 4 New Vegas обещают рабочий билд своего мода уже в следующем году, почему бы не собрать пак оружия, что будет участвовать в этом моде, и заценить, как оно уже сейчас. Без лишних слов, давайте приступим. И первым оружейным гостем у нас будет пистолет Sig Sauer P127. Да-да, тот самый, что был бесполезен, но довольно-таки крут в Вегасе. Внутри нас ждет 10 ресиверов, 5 рукоятей, 4 ствола, 4 насадки на него, 2 магазина и 6 прицелов. Давайте, наверное, уже испытаем этого плохиша. Анимация перезарядки, к слову, выглядит довольно приемлемо. Я уж промолчу про отличные модель и текстуру. Определенный лайк от меня. От одного вида этого оружия у меня начинают твердеть сосочки. Определенно оставляю. А следующим, кто вызовет мое возбуждение, станет Базар. Да, уже 3-й или 4-й, но пока что, похоже, самый лучший. Вы только посмотрите на этого плохого парня. Внутри ахулярд ресиверов, 6 стволов, 6 прикладов, 6 видов магазинов, 3 насадки на ствол, 8 прицелов, 3 вида краски и 2 уникальных варианта. Давайте возьмем этого мерзавца на стрельбище. Сначала в полуавтоматическом режиме ведения огня. А теперь Full Auto. Что можно сказать, анимация перезарядки сделана просто отлично, как в принципе и всегда в модах от Дэдпула. А звуки такие сочные, что мне аж захотелось передернуть свой собственный затвор. Модель и текстура выполнены на недосягаемо высоком уровне. Просто смотреть на это оружие уже приятно. От меня этому оружию лайк. Еще к нам в выпуск заглянул довольно недооцененный пистолет Браунинг 9 мм, с которым в Вегасе я, признаться, побегал довольно немало. Внутри нас ждет 10 ресиверов, 3 рукоятки, 4 насадки на ствол, 4 вида магазинов, 5 прицелов, 4 раскраски и 4 уникальных раскраски. Давайте отведем эту пушечку на стрельбище. Также в моде присутствует 2 вида анимации от первого лица, которые мы меняем как раз на верстаке. Например, одноручная. И двуручная. Все отличия только в положении пистолета в руке, когда вы не целитесь. Как всегда, модели и текстуры вызывают у меня восхищение, и мне становится немножко тесно в штанах. Отличное оружие прекрасно вписывается в левел-листы. Я его оставляю. Лайк от меня. И разумеется, какой же New Vegas без винтовки М1 Гарант? Как всегда, модели и текстура на высоте. Давайте посмотрим, что скрывается внутри. А внутри у нас 5 ресиверов, 5 прицелов, 3 насадки на ствол, 4 вида изоленты. Да-да, больше изоленты. Уникальная версия вообще и целиком обмотана. На стрельбище винтовка себя проявляет довольно неплохо. Разве что у нее совершенно конская отдача вверх, поэтому быстрая стрельба не рекомендуется. Зато этот звук пин выпрыгивающего магазина прямо-таки заставляет что-то еще выпрыгнуть из моих штанов. Также для любителей потыкать чем-нибудь продолговатым в живое мясо, к винтовке прилагается штык-нож, которым можно порезать на колбасу ваших недругов. Мелочь. Прям как твой член. А приятно. Ведь мы все знаем, размер не имеет значения. Это неправда. Не, серьезно, анимация перезарядки это что-то с чем-то. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду, то как кто-то работает и анимацию перезарядки от Гаранда М1.
Все аспекты данного оружия на высоте, притом оно довольно-таки лор-френдли. Я его в своем списке модов определенно оставляю. Ну и чтобы слегка разгрузить глаза, у нас еще два гостя в программе. Притом полностью не связанных с оружием. Первый это шмотки НКРовцев. Мод вообще-то от Fallout Cascadia, но форма действительно похожа на ту форму НКРовцев, что мы видим в Нью-Вегасе. За наличие мыла в выпуске извиняюсь. Это чертова ЕНБ. Типа лучший рейтинг. Не верьте рейтингам никогда. Ну и второй мод, это соответственно броня легионеров. Выглядит довольно неплохо, кроме того, что юбка и мужики это как-то плохо сочетаемые в моем понимании понятия. Да-да, шотландцы тоже какие-то странные. Да и выглядят они как первые хипстеры-дровосеки. Дровосеки, которые стали рубить своих женщин-бревен и начали рубить друг друга в задницы. Само собой, в эту подборку необходимо было включить Кольт. Кольт 45 авто. Иконический пистолет, который используется до сих пор. Посмотрим, что внутри. А внутри у нас 10 ресиверов, 3 рукоятки, 3 насадки на ствол, 4 вида магазинов и 2 прицельных приспособления. Неплохой набор кастомизации. Давайте посмотрим на этого бэдбоя на стрельбище. Если уж быть до конца честным, с этим пистолетом я играл и во Фрост, и прошел практически все моды, и несколько раз проходил игру. Я уже без него четвертую часть не представляю нормальной игрой. Если, конечно, ее вообще нормальной игрой можно называть. Можно, конечно, только... А то хейтеры прибегут. Уроки-то уже все сделали. Мистер Гуль говорит вам, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Не, серьезно, а то у кого-то зазвенят колокольца. Оружие просто восхитительное, так и хочется достать свой облученный свинцовый стояк и слегка им потрясти. Ну и какой же Нью-Вегас без дробовика-караванщика? Первые, наверное, часа 2 или 3 игры для меня это было убер оружием. Посмотрим, что у него внутри. А внутри у нас снова дохрена ресиверов, 6 стволов, 3 приклада, 2 насадки на ствол, 2 вида прицелов и 3 вида краски. Очень даже неплохо. Посмотрим, что он может. О, да, детка. Переломи эти стволы. Пусть твой экстрактор выбросит гильзы. Перезарядка выглядит как надо. На самом деле, на фоне убогого двуствольного дробовика из 4-го Fallout, это оружие просто must-have. Вертикалка всяко лучше, если только вы не снимаете видео на телефон. А следующим гостем станет М3А1 Grease Gun. В 45-м калибре он был во второй части игры и в 9 мм в Нью-Вегасе. Давайте заценим, что у него внутри. Как всегда, куча ресиверов, 5 рукоятей, 2 насадки на ствол, 3 ствола, 4 вида магазинов и 3 вида прицельных приспособлений. Let's go на стрельбище, bitches! Как он держит этот магазин? Как он вставляет новый? В общем-то, анимация от первого лица зачет. От третьего лица, к сожалению, анимация перезарядки и положение в руках отсутствует. Оружие мы держим просто как пистолет. Но все равно оружие вышло замечательно. Я подозреваю, что в скором времени анимацию у него подзаменят. Как сейчас делают со многими толковыми модами на Fallout 4 на Nexus. Ну и конечно же, какой Нью-Вегас без гранатомета China Lake. И кроме этого мы еще получаем голографическую винтовку. Просто-таки два оружия по цене одного. А внутри у нас целая куча ресиверов, каждый со своим эффектом и боеприпасом. 2 ствола, 4 приклада, 5 прицелов, 3 надульных насадки и маленькие твики, типа более быстрой перезарядки. Давайте заценим, что этот мальчик может. О-хо-хо! Nice shit! Come get some, bitches! Оружие на самом деле доставляет небывалое количество удовольствия в использовании. У меня просто каменный стояк на него. Но давайте посмотрим на перезарядку. И здесь тоже придраться не к чему, все выглядит просто отлично. Давайте теперь заценим вторую версию этого оружия, головинтовку. Мне она лично показалась Dead Money просто говном. И то, что нас вынуждали ей пользоваться, неправильное решение. Внутри у нас уже стандартная куча ресиверов, снова 2 ствола, огромное количество оптики, 3 насадки на ствол и снова 3 твика, которые позволяют ускорять перезарядку. Давайте посмотрим, что она может.
Не, эффектно, конечно, но по сравнению с гранатометом абсолютно беспонтово. Ну, такое себе оружие, сильно на ценителя. Гранатомет мне понравился в разы больше. Здесь же даже на полшишечки не присовывается. Подводя итог, хочу сказать, что это оружие просто восхитительное. Особенно мне понравилось наличие различных боеприпасов. Пусть и их смена заставляет нас менять ресивер. Все равно это довольно круто и уникально. Абсолютный must-have. Ну и естественно, я не мог обойти стороной еще один классный мод от Дэдпула — служебную винтовку. Для меня она стала вообще символом Нью-Вегаса. И пробегал я с ней знатно. Внутри у нас охренели арт-ресиверов, 5 прикладов, 10 стволов, 3 насадки на стволы, 6 видов магазинов, 11 прицелов и 7 типов раскраски, часть из которых уникальна. Давайте посмотрим, как ведет себя полуавтоматическая версия. Восхитительная машинка для убийств. Кровавое возбуждение гарантировано. Ну и конечно же версия Full Auto, которая превращает обычную винтовку в настоящий ручной пулемет, которых так не хватает четвертой части. Анимация перезарядки просто восхитительная. Предвосхищая вопросы, почему не передергивается затвор, у винтовок семейства AR есть затворная задержка. И эту кнопочку герой, кстати, нажимает. Просто такой вопрос как-то уже был. В целом оружие просто must-have. Рекомендую всем и каждому. Очень весело с ним воевать. Ну и финальным на сегодня модом станет охотничий дробовик. И с ним я в Вегасе тоже получил большую долю удовольствия. Посмотрим, так ли он хорош на четвертую часть. Внутри у нас сквозелен ресиверов, 3 приклада, 3 надульных насадки, 6 стволов, 2 вида помпы, 3 вида прицелов и 5 раскрасок, включая несколько уникальных. Ну, а по действию это дробовик. Простой дробовик. Правда, это помпа. Эй, он ее передергивает. Запомните, передергивать помпу полезно для здоровья. Twinkle Blind — первый образовательный. Если честно, довольно прикольное оружие, но ничего такого сверхъестественного. Ну и естественно, мы здесь видим отличную анимацию перезарядки. Другого, в общем-то, и не ожидалось. В целом оружие оставило добротное, хорошее впечатление. Не совсем, чтоб, конечно, must-have, но годно. Очень даже. Некоторые будут негодовать по поводу четверки снова и снова, но бог с вами. А всех адекватных зрителей я очень сильно попрошу не лениться и черкнуть пару строк по данному видео о формате и о самих модах. Также я вас очень сильно попрошу распространять данное видео в соцсетях. Вам это несложно сделать и, надеюсь, не жалко. Всего лишь репостик из нашей группы, а нам это будет очень приятно и, возможно, поможет снова вернуться на стезю Вегаса через какое-то время. Спасибо вам всем за просмотр, с вами был Дедуля Вуст, всем удачи, всем пока. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here